Во время своего обычного утреннего патрулирования в суровых северных просторах смотритель арктического заповедника Майкл Грин услышал пронзительный крик. Мороз в тот день был очень сильным, а холодный ветер поднимал снежную поземку, значительно ухудшая видимость. Майкл проследовал за звуком, который привел его к природному ледяному мосту через не до конца замерзшую реку. Там мужчина обнаружил глубокую яму-ловушку, в которой находился измученный белый медвежонок, уже теряющий силы от холода и истощения. Сквозь метель Майкл разглядел, что стенки ямы явно были искусственно обработаны. Браконьеры специально сделали их отвесными и гладкими. На льду виднелись следы инструментов и свежие царапины от когтей. Медвежонок отчаянно пытался выбраться из своей ловушки. Яма была довольно глубокой, а ее края были намеренно подтоплены водой, которая быстро замерзала, создавая предательски скользкую поверхность. Майкл огляделся и заметил поблизости медведицу, пойманную в стальную сеть браконьеров. Ее лапа была сильно повреждена металлическими тросами, а каждая попытка освободиться только усугубляла ранение. Хищница беспомощно смотрела в сторону своего попавшего в беду детеныша. При каждом движении механизм натягивал тросы, еще сильнее впиваясь в ее мощную лапу. Термометр на часах Майкла показывал дальнейшее падение температуры. Снег, попадающий в открытые участки ямы, начинал формировать корку льда на шерсти медвежонка. Его движения становились все более вялыми, а крики все слабее. Быстро оценив ситуацию, Майкл понял, что сначала нужно спасать детеныша, ведь его состояние было критическим. Мужчина достал из рюкзака альпинистское снаряжение, прочную веревку, способную выдержать даже очень большой вес, карабины и компактные блоки для создания системы подъема. Руки человека начинали неметь от холода даже в специальных перчатках с подогревом. Майкл методично собирал подъемную систему, закрепив один конец веревки за массивный ледяной выступ. Время работало против него. Каждая минута промедления уменьшала шансы медвежонка на выживание. Первая попытка накинуть петлю оказалась неудачной. Обледеневшая веревка плохо слушалась замерзших рук. Вторая попытка также не удалась. Петля соскользнула с мокрой от снега шерсти. Внезапно Майкл услышал отдаленный гул снегоходов. Похоже, что браконьеры возвращались, чтобы проверить свои ловушки. Смотритель ускорил свои действия, понимая, что времени остается все меньше. Третья попытка оказалась успешной. Петля надежно обхватила тело медвежонка. Подъем требовал особой осторожности. Любое резкое движение могло навредить ослабленному детенышу. Майкл медленно тянул на себя веревку, стараясь держать медвежонка подальше от острых краев льда. Гул снегоходов становился все отчетливее. С последним рывком медвежонок оказался на поверхности. Его тело было покрыто коркой льда, а дыхание стало прерывистым. Майкл быстро осмотрел детеныша. Помимо множества мелких порезов, серьезных травм не было, но переохлаждение представляло для него реальную угрозу. Достав из рюкзака специальное термоодеяло, мужчина аккуратно завернул в него медвежонка. Детеныш не сопротивлялся. Казалось, он понимал, что человек пытается ему помочь. Его глаза были полузакрыты от истощения, но в них читалось доверие. Спрятав медвежонка за большим сугробом, Майкл вернулся к медведице. Капкан оказался сложнее, чем он предполагал. Браконьеры использовали специальный механизм с защитой от взлома. Пальцы Майкла дрожали от холода, когда он доставал многофункциональный инструмент. Медведица неожиданно затихла, словно понимая, что этот человек пытается ей помочь. Ее дыхание создавало облака пара в морозном воздухе, а темные глаза внимательно следили за каждым движением мужчины. Звук приближающихся снегоходов становился все громче. Теперь Майкл мог различить и человеческие голоса. Браконьеры переговаривались между собой, явно довольные предстоящей добычей. Тогда смотритель удвоил усилия, работая над защитой капкана. Механизм был хитрым. Каждая неправильная манипуляция только усиливала давление на лапу медведицы.
Майкл действовал предельно осторожно, используя свои знания о подобных устройствах. Его руки двигались методично, несмотря на мороз и нарастающее напряжение. Первый уровень защиты поддался через несколько минут. Майкл услышал тихий щелчок внутри капкана. Один из блокирующих механизмов был деактивирован. Оставалось еще 2 уровня, а времени становилось все меньше. Браконьеры появились внезапно. 3 вооруженных мужчин вышли из снежной пелены. Главарь первым заметил пустую ловушку. Его лицо исказилось от ярости, когда он увидел следы на снегу. Второй браконьер тут же направился к пойманной медведице. Майкл продолжал работать над капканом, стараясь оставаться незаметным за массивным телом медведицы. Его пальцы словно сами нащупали нужный механизм. 2 уровень защиты был преодолен. Оставался последний, самый сложный. Один из браконьеров заметил движение и поднял ружье. «Эй, там кто-то есть!» — крикнул он, делая шаг вперед. Майкл понимал, что счет идет на секунды. Его пальцы нащупали последний механизм в капкане. Внезапный порыв ветра поднял снежную пелену, на мгновение ослепив браконьеров. Этой секунды хватило. Капкан, наконец, поддался. Звук падающей цепи эхом разнесся в морозном воздухе. Медведица, почувствовав свободу, мгновенно поднялась во весь рост. Ее появление было подобно возникновению снежной горы. Огромное белое тело возвышалось над людьми, а глаза горели яростью. Браконьеры застыли от неожиданности. Майкл воспользовался моментом замешательства и скрылся в метели. За его спиной раздался мощный рык медведицы и испуганные крики убегающих в разные стороны людей. Тогда смотритель поспешил уйти, понимая, что мать сама найдет своего детеныша по запаху. Уже издалека Майкл наблюдал, как медведица, отогнав браконьеров, быстро нашла своего детеныша. Она осторожно подхватила медвежонка и унесла вглубь заповедника, где находились безопасные места для зимовки. Последующие 2 месяца прошли в повышенной готовности. Майкл знал, что браконьеры не простят ему сорванной охоты. Смотритель стал замечать странные следы снегоходов в отдаленных районах заповедника, словно кто-то методично изучал его маршруты патрулирования. В тот роковой день температура опустилась еще ниже обычного. Майкл обнаружил свежие следы браконьерской активности, примятый снег, окурки, следы от полозьев. Он достал фотоаппарат, чтобы задокументировать улики, не подозревая, что его самого уже держат на прицеле. Первый выстрел прозвучал как хлопок. Браконьеры стреляли холостыми, намереваясь загнать смотрителя в ловушку. Майкл бросился в сторону, но 4 вооруженных людей уже окружили его. Среди них он узнал того самого главаря. «Решил поиграть в героя», — усмехнулся главарь, показывая жестом своим людям приближаться. Майкл попытался дотянуться до рации, но сильный удар в спину сбил его с ног. Злодеи действовали быстро и профессионально, явно не в первый раз. Крепкие веревки больно впились в запястье смотрителя. Один из браконьеров методично обыскал его рюкзак, выбрасывая в снег все снаряжение. Рация полетела в сугроб, следом отправился телефон. Главарь достал карту и показал своим людям какую-то точку. «Туда», — коротко скомандовал он, толкая Майкла вперед. Они шли около часа по глубокому снегу, углубляясь все дальше в безлюдную территорию. Мороз усиливался, а ветер начал поднимать метель. С каждым шагом Майкл понимал, что ситуация становится все безнадежнее. Эту часть заповедника патрули посещали редко, а в такую погоду помощи точно ждать было неоткуда. Браконьеры явно выбрали место, где их никто не побеспокоит. Внезапно один из преступников резко остановился. Его лицо побледнело. Он услышал что-то сквозь вой метели. Остальные тоже замерли, напряженно вглядываясь в снежную мглу. Звук повторился. Низкое утробное рычание, от которого стыла кровь в жилах. Огромная белая фигура возникла словно из ниоткуда. Медведица двигалась бесшумно, несмотря на свой внушительный размер. По шраму на лапе Майкл сразу узнал ее. Это было то самое спасенное им животное. Ее появление казалось невероятным, но медведица действительно стояла перед ними,
во всем своем грозном величии. «Не двигаться», – прошептал главарь, медленно поднимая ружье. Но медведица уже заняла позицию между браконьерами и связанным Майклом. Ее мощное тело излучало угрозу, а глаза были сфокусированы на людях с оружием. Браконьеры начали медленно пятиться, не сводя глаз с огромного хищника. Снег хрустел под их ногами, и каждый звук вызывал новый предупреждающий рык медведицы. Ее поведение было необычным. Она не атаковала, но и не позволяла приблизиться к Майклу. Один из браконьеров запаниковал и дернулся к своему ружью. Медведица мгновенно отреагировала. Ее рык стал громче, а поза более угрожающей. Она сделала шаг вперед, демонстрируя свои внушительные размеры и силу. Это стало переломным моментом. Страх, наконец, победил жажду мести. «Уходим!» — крикнул главарь, и браконьеры бросились бежать, роняя снаряжение в снег. Их тяжелое дыхание и хруст снега под ногами постепенно затихли в метели. Медведица оставалась неподвижной, внимательно следя за отступлением преступников. Ее мускулы были напряжены, готовые к действию в случае, если кто-то решит вернуться. Только когда последние звуки шагов растворились в вое ветра, она повернулась к Майклу. Ее приближение, несмотря на недавнее спасение, вызывало невольный трепет. Двухметровый хищник, весом более полутонны, мог одним движением лапы оборвать человеческую жизнь. Однако движения медведицы были удивительно осторожными. Хищница остановилась в нескольких шагах от Майкла и принюхалась. В ее глазах читалось узнавание. Она помнила запах человека, спасшего ее и ее детеныша. Медведица наклонила массивную голову, ее черный нос почти коснулся снега, принюхиваясь к веревкам на руках Майкла. Ее дыхание согревало замерзшие руки мужчины. К изумлению человека, хищница начала аккуратно перегрызать веревки. Ее огромные клыки, способные разорвать тюленью шкуру, действовали с невероятной точностью, не задевая кожу человека. Один за другим узлы поддавались, пока Майкл не оказался полностью свободным. Освободив его, медведица отступила на несколько шагов назад, но не уходила. Она словно ждала, пока человек поднимется и придет в себя. Майкл медленно встал, разминая затекшие конечности. Его руки были красными от веревок, но серьезных повреждений, к счастью, не было. «Спасибо», — тихо произнес он, глядя в темные глаза животного. Медведица склонила голову набок, будто понимая смысл слова. В этот момент между человеком и диким зверем установилась невероятная связь. Два существа, спасшие друг друга, стояли посреди арктической пустыни. Майкл понимал, что стал свидетелем чего-то уникального. Хищник, известный своей свирепостью, проявил не только удивительную память, но и сострадание. Медведица не просто узнала его. Она вернула долг, защитив своего спасителя от смертельной опасности. Постояв еще несколько секунд, медведица повернулась и неторопливо направилась вглубь заснеженной тундры. Ее массивная фигура постепенно растворилась в метели, оставив после себя только цепочку следов на снегу и невероятную историю о взаимном спасении. Эта встреча навсегда изменила представление Майкла о природе диких животных. Он понял, что самые грозные хищники способны на благодарность и доброту. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.